самый большой парад Санта-Клауса. По всему миру его смотрят десятки миллионов. И сегодня мы покажем его целиком. И расскажем про всех участников парада Санты. Оставайтесь с нами, будет интересно. Сегодня 26 ноября, почти декабрь. До католического Рождества остается меньше месяца. Мы направляемся в самый центр Торонто. Ну рассказывай, куда мы идем, только сначала увернемся от машины. Для Санта-парада все улицы в округе перекрыли, и найти парковку — это мучение. Поэтому мы запарковались где-то в километре. И после легкой прогулки пешочком. Погода чудесная. Обещали дождь, но, как видите, солнце. Нам добавили плюс 2 градуса к погоде, и дождь отложили до вечера. Как раз успеем все посмотреть. Все, мы уже рядом. На парад Санты приходят заранее, чтобы занять места в первом ряду. Приносят раскладные стульчики и ждут. Ну, парад пойдет вот туда. Дети – главные зрители, а сами устроители парада называют зрителей участниками. Ну да, какой же парад без зрителей? По этой улице и пройдет парад. Он проходит каждый год с 1905 года, уже почти 120 лет. Первый раз он проводился здесь, в Торонто, а затем стал проводиться везде по всей Канаде. Надеюсь, через недельку мы съездим посмотреть на такой же парад у нас в Миссисаге. Передаю огромную благодарность моему тезке Дмитрию из Оквилла. Он занял лучшие места, что и позволило провести эту съемку из первого ряда. Старт парада в 12:30. Кажется, начинают. Первыми идут клоуны. Во-первых, детям нравится, а во-вторых, именно благодаря их ассоциации парад был спасен в 1982 году, когда главный спонсор отказался финансировать парад, и ассоциация собрала необходимые деньги, чтобы парад состоялся. Бьют хлопушки, летят конфетти. Дети не остаются без внимания. Каждому улыбнутся, помашут рукой и дадут 5. А еще несут рамки для портрета. И самые проворные могут получить свое фото с клоунами на память. Следом идет, а точнее едет, полиция. И во главе колонны исторические полицейские машины. Это сейчас в основном используют Ford Explorer и Dodge Charger. А до этого самой популярной моделью был Ford Crown Victoria. Когда мы приехали в Канаду, в основном такие машины были. Следующая машина из 60-70-х марки Plymouth Fury, знакомая всем по старым голливудским фильмам, типа «Академия полиции». Ну а следом совсем ретро. Chevrolet 150, модель 57 года. А тут везут на платформе необычный экземпляр – машина с глазками. Это специально переделанная машина для проведения уроков безопасности движения для детей. Машина умела хлопать глазами и разговаривать человеческим голосом, рассказывая о правилах безопасности. Появилась в полиции в Торонто в конце 60-х, а в 70-х набрела ужасную популярность. Снимались мультики и продавались игрушки.
стала узнаваемым брендом. Далее идет Почта Канады и узнаваемый дизайн канадского почтового ящика. На самом деле почтовый ящик в жизни красивее. На Рождество принято отправлять бумажные открытки. Вот и сейчас почтальоны вручают открытки маленьким зрителям, участникам парада. Далее торжественным строем идет конная полиция Торонто. Я говорю идет, потому что главное здесь, конечно, лошади. Даже на официальном сайте вы увидите их фотографии и имена. Живут в конюшне на территории Канадской национальной выставки, а главный на конюшне кот Гаррет. После службы, которая длится 15 лет, кони выходят на пенсию. Так Трупер вернулся на ферму, где был куплен в 2007 году. Кстати, девочка слева на фото за это время тоже подросла и была рада встретить старого друга. Ну и к слову, если вас смущают лошадиные следы, оставленные конной полицией Торонто, и я не о следах копыт, как вы понимаете, то вы можете позвонить по специальному телефону, указанному на сайте. Думаю, вот эти ребята приедут и уберут. Далее идет оркестр волынщиков полиции Торонто. Эти ребята в прошлом участвовали в показательных соревнованиях и несколько раз становились лучшей группой волынок Северной Америки. Сейчас они не участвуют в соревнованиях. Главный барабанщик ушел, и группу пытаются доукомплектовать. В параде Санты они начали принимать участие в конце 70-х и с тех пор вышагивают первыми среди всех групп на параде. Далее идут ветераны полиции и полицейские начальники. За полицией идет мэрия Торонто с новоизбранной Оливией Чоу, мэром Торонто. Вон она, в синей кофточке, с детьми обнимается. Куда уж ближе к народу-то. Мэр Торонто. Следом несут флаги всех провинций и территорий Канады. Всего 10 провинций и 3 территории. Флагов больше, потому что присутствуют и официальные флаги парада Санты. Начались платформы с инсталляциями. Первые везут платформу, символизирующую миросоздание из легенд местных племен. Раньше на платформе стояла скамеечка, и барабанщик бил в барабан. Сегодня только колонки с боем, и танцор просто проходит мимо нас. Участие в параде доступно и для людей с ограниченными возможностями. Ну а следом платформа с мамой Гусыней, популярный в фольклоре Англии, начиная с 17-18 веков. Под общим именем «Сказки мамы Гусыни» выпускались сборники сказок Шарля Перро, а также колыбельные и детские стихи. Всем знакома вот эта мелодия. Twinkle, twinkle, little star, how I wonder what you are. Да-да, это от мамы Гусыни. А сейчас мы слышим группу из Нью-Йорка. Они участвуют в параде, начиная с 1994 года, и были первой группой из США, которая приняла участие в Торонтовском канадском параде.
В 2010 году они даже шли во главе саней Санты, самого почетного места, традиционно занимаемой канадской группой из Берлингтона. Свои представления группы дают перед трибуной, с которой ведется прямой репортаж. Это дальше, по ходу движения парада. Поэтому мимо нас многие группы проходят под барабанный бой, берегут силы для показательного выступления. А это платформа под названием «Пицца-вечеринка», спонсором которой является канадская компания под названием «Пицца Пицца». Специальные гости парада – школа балета Онтарио, младшая группа. Уже год работает. И учится параллельно? Да. Кстати, глядя на кусочки пиццы, вспомнилась пицца с ананасом. Гавайская. Была изобретена в Канаде. Одно из самых спорных решений, но лично мне нравится. А мне не очень. Вот чикагская пицца – наш вариант. Когда-нибудь мы вам тоже про нее расскажем. Сложно сказать, к чему цветы, феи и драконы. Думаю, для красоты и сказочности. О нет, следующая платформа Марио. Так вот почему цветы, феи и драконы. Конечно, это все Марио Мир. Следом опять цветы, за которой идет самая студенческая группа на фестивале. Леди Годива мемориальная БНАДА. Да, название специально с ошибкой. Группа состоит из студентов инженерного факультета Университета Торонто. Их лозунг «Если в тебя можно потыкать палкой», в смысле ж, если ты материален, то ты годишься для группы, даже если не умеешь играть. Они часто ходят парадом по кампусу университета и обожают вклиниваться в свадебные мероприятия. Где-то в 90-х они вклинились в парад Санты без приглашения. С тех пор их пару раз звали и официально. В этом году официально позвали. Солнечные цвета подсолнухов, чтобы немного оживить серые зимние дни. Платформа, которая появилась из-за ковида и прославляющая медработников. А с 2022 года и учителей, которым теперь работа с детьми, сидевшими 2 года дома. Здоровый мужик – это не учитель физкультуры, а дань спонсору платформы – сети кинотеатров. Осьминоги и далматинцы. Почему нет? Настроение поднимают. Как и следующая группа старшеклассников из маленького городка Норф-Бэй. Теперь вы видите разницу, как приезжают в Торонто из Нью-Йорка, предыдущая группа, и как из маленького городка.
на параде впервые, и она представляет Карибский летний фестиваль. Снегурочка одета как-то совсем по-летнему, без шарфика и шапки. Да и пальтишко тоненькое, наверное, глобальное потепление. Вот как выглядели телеведущие парада в 1986 году. Тоже без шапочек. Зато в наушниках и мехах. Зацените шубы! Клоуны и зайцы развлекают детей, хлопая им по ладошкам. А полярные медведи видно, что подготовились к зиме. Очень бодипозитивны. Зиму точно переживут. Следующая платформа – зима в избушке. Полярные мишки остались от прошлогодней платформы – хоккей на Северном полюсе. А в этом году добавили на платформу оленя и инсталляцию переименовали. Спонсор компании Desjardins. Они финансово-страховая компания. Как я помню, наш диван был куплен в кредит, выданный Desjardins. Да, меховую живность порой сложно опознать. Ну, будем считать, что с арахисом бурундуки, а с огрызками бревен – бобры. Следующий маршируют кадеты военного колледжа с самого юга Онтарио, из города Сент-Кэтерин. Парад поворачивает направо. В этом году из-за ремонта новый маршрут. Мы здесь. На карте центральная трибуна где-то здесь. Но там толпа, не поснимать. Но вернемся к нашим баранам. Следующая платформа называется «Оленья вечеринка». Народу олени нравятся. Не так много платформ участвовало в параде несколько раз. Эта оленья вечеринка участвует уже в 5-й раз. Людям настолько нравится, что даже на парад Святого Патрика ее возили. А что? Зеленый цвет есть, музыка веселая. В этом году спонсором выступил зоопарк Торонто. Там есть северные олени, так что весьма уместно. Снежинки и звездочки для поддержания атмосферы. Следующая группа от университета Макмастер из соседнего города Гамильтон.
Евгению из Итобика, он машет нам руками, тоже передаем привет. Немногие знают, но неофициальное название Торонто – город енотов. Тим Хортонс – канадский ответ Старбаксу. Сеть кофеин, закусочных, самая популярная по всей территории Канады. С недавних пор и в США. Платформа называется Тим Хортонс «Семейный выход на коньках». Этот круглый шарик называется Тим Битс, такой маленький кругленький пончик. В США их называют дырками от пончика. Все местные наизусть знают меню и название всех пончиков. Я там только чай беру и булочку с маслом. Пончики для меня слишком жирные и сладкие. Кофе из Тим Хортонса традиционно ругают, но выстраиваются в огромные очереди за ним. Легендарное канадское дабл-дабл – это кофе с 2 ложками сахара и 2 молока. Ты отстал от жизни. В моду уже вошел трипл-трипл. Однако. Следом идут медведи, хотя выглядят как чебурашки с маленькими ушками. Группа, которую мы сейчас слышим и видим, из португальской общины. И они активно выступают и в филармониях, и на концертах, не только на парадах. Дань уважения португальской общине. Ковбоем. Здесь уже дань провинции Альберта. Там проходит одно из крупнейших родео в Канаде. Следующая платформа – газета «Торонто Стар». Главная газета Торонто, но пишет про всю Канаду. Заявляют, что соблюдают этические принципы в журналистике. Даже интересно. Может, почитаю, если время найду. Гораздо интереснее посмотреть на выступление балета «Онтарио». Здесь группа уже постарше. Платформа радио CHFI – это официальное радио парада Санты. И весь ноябрь и декабрь на станции в основном гоняют рождественские песни. Передающая антенна установлена на CN Tower. И они были первым радио в Канаде, вещающими в FM-диапазоне. Отсюда и название Canada High Fidelity, то есть высокое качество FM-трансляции. В 5-й раз эта платформа на параде. Народу нравится. А вот здесь передаю слово Полине. Пусть она голосом Дроздовой расскажет, что думает о пингвинах и Северном полюсе, где живет Санта. Пингвины на Северном полюсе. Но на родине у них сейчас лето. Наверное, в отпуск приехали. Кстати, о месте жительства Санта-Клауса. В
В Канаде почтовые индексы содержат и цифры, и буквы. А раз буквы можно, то Санта в Канаде имеет персональный почтовый индекс. Хо-хо-хо. Опять ряженые и клоуны. А дальше платформа Лего. Думаю, тут комментарии не нужны. Группа старшеклассников одной из школ Торонто. Выпускники школы тоже могут играть в группе. Достаточно популярно, много где выступают. Следующая платформа называется «Праздничное угощение». Тут традиционное имбирное печенье, пряничные домики и зефир. Спонсором платформы выступает сеть продуктовых магазинов «Метро». Они говорят, что они круглосуточные и работают 24/7. Но, по иронии судьбы, на Рождество они закрыты. Когда мне понадобилась мука для праздничных угощений под Рождество, поехал в Раба. Это сеть еврейских магазинов, они на Рождество открыты. Филиппинская группа. Они идут вместе со школой танцев Анна-Мария, Академия танца. В 2020 году, когда парад снимали в парке аттракционов Wonderland, из-за ограничений, вызванных ковидом, эта группа открывала парад, так как они из города Вон, где расположен Wonderland. И так как им не надо было далеко добираться, они могли поучаствовать, не нарушая ковидных ограничений. Опять пошли бобры и чубаки. К слову о чубаках. Я вспомнил о ведущих, которые были в этих таких волосатых шерстяных шубах. Так вот, эти же ведущие вели парад в 1989 году. Но не одни, они их вели вместе с советскими ведущими. Вы наверняка все знаете Татьяну Веденееву. Та самая тетя Таня из «Спокойной ночи, малыши». Вот она и приезжала вести канадский парад Санта-Клауса. If you take a look to the left of us, we have our two Soviet hosts from Gostella Radio, which broadcasts in the Soviet Union and Eastern Europe. Please say hello to Herman Solomatin and to Tanya Veneva. Здравствуйте, welcome to Canada and enjoy the parade. Нас пригласили. Спасибо вам от всех советских детей. Спасибо. Спасибо. Следующая платформа Зедди и друзья. Спонсор – магазины Zellers и Hudson Bay. Zellers – это сеть канадских магазинов типа американского Walmart. Но они разорились в 2012 году. Мы еще их застали. Говоря по правде, они по качеству были лучше Walmart. Потому и разорились. Возможно. Сейчас опять пытаются возродиться, но уже как онлайн-магазин. Так, судя по шишкам, это белки. Причем рыжие белки. Хотя в Торонто в основном белки черные. Ну и серых какое-то небольшое количество. О, а эта группа из Миссисаги.
города, в котором мы сейчас живем. Дальше платформа от другого парада Торонто. Помните, была платформа Карибского фестиваля? А это еще один знаменитый летний парад – Pride. В параде Санты участие принимают впервые. Реклама спонсора. Зубная клиника. Дальше оркестр военно-морского резерва Канады, расположенного в Торонто. Оркестров морских сил в Канаде всего 5, и это один из них. Не только в парадах участвуют, но могут и концерты давать, и джаз зажигать. Да, вы уже заметили, что все платформы тянут за собой спонсорские машины. В этом году спонсор Volkswagen. Платформа телеканала CTV. В Канаде два основных канала – CBC Госканал и CTV коммерческий развлекательный. Прямой телетрансляции парада в этом году не будет. Его, конечно, покажут, как лайвстрим, а вот шоу парада подготовят к 9 декабря на канале CTV. Еще одна этническая платформа китайская. Называется «Сезонные поздравления» и отсылает к празднованию китайского Нового года. Чайна-таун в Торонто находится здесь неподалеку. Очередная реклама спонсора парада – Molly Maid, или если переводить служанка Молли. Компания по уборке домов. Трудятся, как пчелки. А этих клоунов, как бы ходящих на руках, придумали к торонтовскому параду Санты много лет назад. Идея понравилась, и сейчас на многих других парадах их также можно встретить. Платформа «Сила спорта» славит спорт, а спонсором выступает Maple Leaf Sport. И здесь представлены ведущие спортивные команды в 4 видах спорта. Но местные называют платформу Blue Jays не приглашены. Blue Jays — это бейсбольная команда Торонто, и она принадлежит другой организации.
А здесь же присутствует хоккейная команда Торонто Мэпл Лиф, самая коммерчески успешная за счет цен на билеты, но самая слабая по достижениям. Кубок Стэнли видели последний раз больше 50 лет назад. Даже Рапторс, баскетбольная команда, выступающая в NBA, стала лучшей в NBA, обыграв всех американцев в 2019 году. Мы помним. А Торонто футбольный клуб, который по настоящему футболу, тот, который ногами, выиграла у всех американцев в 2017 году. Есть и команда Аргонавты. Играют в американский футбол, но только в Канаде с американцами не соревнуются. Ух, как бодро шагает следующая группа. Это группа Западного университета из города Лондон, что в Онтарио. Этот университет – кузница музыкальных талантов, а город Лондон назван ЮНЕСКО музыкальным городом. Общая длина парада почти 6 или 6,5 километров, а зрителей набирается, чтобы посмотреть, до 500 000, потому и дистанция такая длинная, чтобы все смогли разместиться. Платформа от Макдональдса пролетела быстро. Ну а следом балет Онтарио. Это старшая группа. Белки? Это белки. Ну, с желудями-то. Частная школа Дальтон, где очень дорогое школьное обучение. А это группа христианской школы, несущей свою религиозную миссию. Нам осталось всего несколько платформ и групп, до самой главной и всеми ожидаемой – с санями Санта-Клауса. Платформа магазина Canadian Tire. Это такой магазин, который поставляет наполнение канадских гаражей. Инструменты, колеса для машин, спортивные товары и хозяйственные товары, включая бытовую технику и мебель. Не знаю, почему тут скунсы, но это тоже, конечно, очень канадские животные. Каждый год с ними сталкиваемся. Гуляют буквально у нас под окнами. О, а это одна из новых групп – «Стальные барабаны». В параде участвовали считанные разы. Начали в 2016-м, но обретают популярность. Слушайте сами. Народ понимает, что самая главная часть парада уже скоро.
Аж встали со стульев от нетерпения поскорее увидеть. Следующая платформа от Амазона. Доставка до дома вещь удобная. А группа Северного Торонто – самая заслуженная группа, принимавшая участие с 40-х годов во всех подряд парадах, кроме виртуальных ковидных. Полина даже не заметила, как я заснял ее крупным планом. Она увлечена съемкой, и все красивые крупные планы – творение ее рук и телефона Samsung Galaxy S23 Ultra. Ну да. Следующая платформа от парка аттракционов, самого крутого в Канаде, парка Wonderland. Они рекламируют зимний фестиваль, который стали устраивать на своей территории в последние годы. Среди ряженых все больше попадаются эльфы, работники Санта-Клаусы, те, кто подарки делают. По традиции Рождество. Время подумать о тех, кому нужна помощь. И следующая группа представляет благотворительную организацию «Армия спасения», крупнейший благотворительный фонд Северной Америки. Платформа «Командный пункт Северного полюса». Кто там командир? Ну, конечно же, это миссис Клаус. А вы что думали? Кто лучше с эльфами управится? Производство сложная штука, тут работать надо. Это вам не на доставке работать, как Санта. И главная группа, которая идет перед санями Санты – Берлингтон группа. Тинейджерская группа, представляющая Канаду на международных парадах. Берлингтон – город недалеко от Торонто. Ну, наконец-то!
Сани Санта-Клауса. Теперь можно официально заявлять: Санта в городе. So nice to be back here in Toronto. So nice to be here. Hi, how are you? My goodness, look at you all. Oh, I'm trying to say hello to each of you. How are you?